Кушать, кушать, борща, борща. Все, раз борща, тогда Иду наливаю. я. Едут в гости самые родные люди сердцу моему. Привет, друзья! С вами Ух ты Кухня. И, конечно же, я, как любая мамочка, дочь, хочу побаловать своих родных вкусняшками. Заказы приняла, исполняю. Благо все в один голос закричали: вместо торта большое пирожное. А я и радуюсь, друзья, потому что это очень быстро, просто и вкусно. Понадобится обычное слоеное тесто, бездрожжевое. Я его заранее разморозила. Немножко его раскатаю, совсем чуть-чуть. Вот так будет достаточно. 3 коржа испеку, а 1 оставлю на пирожки. Муж на ужин заказал самсу или самсу, как правильно. Тесто перекладываю на коврик. Это будет первый лист, а это будет второй. Все. Ставлю в разогретую до 180 градусов духовку на 20-30 минут. Коржи должны хорошо пропечься. Я буду выпекать с конвекцией. При необходимости решетки поменяю местами. Все, 20 минут, а потом заглянем. Ну а я продолжаю, друзья. Сынишка заказал свое любимое блюдо – куриные отбивные. Сегодня поделюсь, как я их делаю. Понадобится 2 куриных филе. Отрезаю малое филе и нарезаю на кусочки наискосок. Ой, це радости будет. А последний кусочек вот так вот надрежу, чтобы получился вот такой вот. Со вторым проделываю то же самое. Кусочки нужно отбить, чтобы было удобно. Немножко их разложу. Сверху накрываю пищевой пленкой, чтобы кухня осталась чистой. Я же хочу наслаждаться встречей. И отбиваю. Я это буду делать скалкой, можно молоточком, что есть. Готово. Перекладываю на тарелку и добью остальные. Самое интересное в этих отбивнушках – маринад. В миску разбиваю 2 яйца. На 600 граммов будет в самый раз. Если куриного филе у вас больше, может понадобиться еще 1-2 яйца. Взбалтываю венчиком. Сюда же 1 столовую ложку майонеза, 2 столовые ложки соевого соуса. Я уже делилась этим рецептом, и меня спрашивали, чем можно заменить соевый соус. Друзья, ничем, потому что соевый соус – это усилитель вкуса, поэтому отбивнушки получаются такие вкусные. Сюда же пару зубков чеснока через пресс. Перемешаю. Сюда же черный молотый перчик. Вообще специи можно добавить любые, вкусно совсем. А можно и без специй вовсе, тоже будет вкусно. И еще, друзья, один интересный ингредиент – крахмал. В отдельную мисочку 1 столовую ложку, неважно, кукурузный, картофельный. Сюда же немножко воды и размешиваю, чтобы он растворился. Потому что в яйце он очень плохо растворяется. Почему-то. Привередливый он такой у нас. Все. Жижку выливаю к яйцам. И добавляю немножко соли. По вкусу. Потому что здесь и соевый соус, и майонез. Все. Снова перемешиваю, и маринад готов. Осталось только взять кусочки курицы и пустить их в свободное плавание, друзья. Так вот, все хорошо окунаю, чтобы каждый кусочек хорошо окунулся и плавал. Накрываю пленкой и ставлю на ночь в холодильник. Ставьте лайки, друзья! А мы поехали посмотрим на тесто. Открываю и смотрю. Так, я, конечно же, поменяю. Это сюда, а это сюда. Все, пусть дальше печется. Теперь, друзья, с полной ответственностью могу сказать, что своего мужа я покорила этими пирожками. Заказывает и заказывает. Конечно, вкусно и просто. Ну. Лучше, чем чебуреки, и полезней. Квадратики раскатала, давай посмотрим, что у нас с тестом. Опа. О, я уже вижу, что все прекрасно. Оп, посмотрите, какие красавчики. Класс. Прям такие должны быть румяные-румяные, хорошо пропеченные. Тогда и пироженка получится вкусным. А ну, с той стороны. Ой, все прекрасно. Класс, пусть остывают. А я займусь остальными приготовлениями. Так, ну в этот раз я хочу фарша побольше. Анютка, благодарю тебя за такие вкусняшки. Пожалуйста, Сережка. А я благодарю тебя за терпение и мудрость. Потому что Аня у нас
Женщина балованная. Это не надо потом вырежешь, это и так просто. Первое пришло в голову, что мне пришло в голову. И последний штрих от художника. Красотень. М. Каждый день. О, видишь, у тебя даже стишок получился. Красотень здесь каждый день. Все, ставьте лайки, друзья. А я пирожки в духовку и продолжим. Ага. Опа. Все. 20-25 минут. Будем... До встречи. Коржи остыли, можно заняться кремом. Тоже проще не придумать. Заранее достала из холодильника пачку масла. 180 граммов пачки сейчас. Вот, хитрюня, да? Выкладываю в миску. И начинаю взбивать миксером, пока масса не побелеет. Сначала на небольших оборотах, а затем увеличиваю. Как только масло посветлело, добавляю сгущенное вареное молоко. Все до последней капельки. И взбиваю на небольших оборотах. Красота! Тра-та-та! Еще, друзья, люблю добавить в этот крем щепотку лимонной кислоты для баланса, чтобы не было слишком приторно. Ароматизатор. У меня ром. Можно коньячок, что любите. Давай, лейся. Вот так, я думаю, будет вполне достаточно. Снова перемешиваю. И крем готов. Какие клювики красивые. А? И сейчас самое интересное. Берем коржи, разрезаю вдоль пополам. Да, крошек будет, конечно, друзья, но мы их тоже и потом используем. Ух, посмотрите, какая красота. Все прекрасно пропеклось. И можно собирать торт. Я беру вот такую доску. На пергамент немножко крема. Ну и поехали. Корж, крем. И смазываю. Муж подкинул мне идею добавить немножко орехов. Как раз есть уже чищенные. Просто возьму их и нарублю ножом. И сверху посыпаем. Сверху накрываю вторым коржом. Немножко прижимаю. Смелее. Снова крем. А на этот посыплю изюм, как муж подсказал. Он у меня как раз остался с прошлой выпечки. Он уже помыт, даже был запаренный. Так что чистенький. Смотри, какой эксклюзивный тортик получается. Так, давай же следующий корж. И теперь все это дело хорошо-хорошо смазываем. Да, бока. Делаем из него красоту. Приклеиваем все, что у нас тут отпало. Вот прикольный торт, да? Он настоится и будет вообще просто шикардос. Ой, видно, что Анька хлеб печет. И забор в тесте. Так и у меня, друзья, вся в креме. Последний штрих, друзья. Берем этот корж и ломаем его беспощадно. И творим красоту. Бока. Вот такое вот у нас большое пирожное, друзья, получилось с вами. Торт настоится, застынет. Вообще будет просто ням-ням-ням. Сейчас, Сережка, у тебя сегодня хозяйка-семиделка. Опа. Ух ты, какая красота! Да, для тебя любимого. Наслаждайся и носи жену на руках. Давай. Шучу. Шучу. Давай я понесу сейчас. Ты сначала подкрепись пирожком. Все, поехали дальше. Да, давай, по Шурику. Вот такое пирожное большое, друзья, у нас получилось. Ставлю на ночь в холод, чтобы настоялось. И будем завтра наслаждаться. Не смотри, куда я буду ставить, а то съешь еще ночью. Конечно. Это гостям. Все, друзья, на сегодня все. На утро у меня остался мамин любимый салат и мои фирменные зразы. Как раз и гости приедут. А так для себя. Вообще семейный блог. Ну это что, приехала мамка. Да, сейчас буду делать вкусный.
Друзья, а сейчас поделюсь с вами рецептом вкусного салатика. Моя мама его просто обожает, потому что он с языком. Понадобится буквально горсть орешков грецких. Я их немножко подсушу на сковороде. А сейчас одну красную луковицу нарезаю на полукольца. Лук перекладываю в мисочку и немножко его подмариную. Чайную ложечку уксуса, 2 столовые ложки обычной водички. Перемешиваю и отставляю в сторонке. Пусть он себе здесь наслаждается. А мы займемся остальными ингредиентами. С чего начнем? Ну, давайте с языка. Язык я отварила в такой ароматной водичке. Ссылочку под видео я оставлю, как я готовлю язык. И нарезаю на полосочки. Ух ты, Сережка, а что ты молчишь? Слежу за орешками. Время от времени их подбрасываю. Язык перекладываю в салатник. Следующим ингредиентом будет отварная фасоль. Я ее сама просто сварила в подсоленной водичке. Сюда же красный сладкий перчик на тоненькую соломку. Добавлю 2 небольших соленых огурчика. Как-то креативно нарезать. Да. Вот хорошо, что у меня на кухне есть помощник. Ну, хозяин дома. Ножи острые. Уже красиво. Скажите. Вообще класс. Но это еще не все. Зелень. Берем укроп. Самые нежные тоненькие веточки. И сюда же несколько веточек петрушки. Тоже самую нежную часть. И мелко-мелко измельчаю. Стараюсь как можно мельче. Как ароматно. И сюда же. Ну и пришло время для орешков. Беру и немножко их протираю. И мелко их нарублю ножом. Готово. Салатник. Друзья, если у вас остались после праздников каперсы, покупали для деликатесов, можно их тоже сюда добавить. Не выбрасывать же, нужно использовать. Каперсы — это натуральный усилитель вкуса. Вот и все, как соевый соус. Сыночка, счастье ты наш. Такой стройный. Сейчас мать тебя будет откармливать. Каперсы тоже сюда. Сын, сейчас все будет хорошо. Не надо так солить. Балуется, скучал за нами. Небольшой зубок чеснока через пресс. Совсем чуть-чуть, только для аромата. Последний ингредиент в этом салате – лук. Максимально оставляю жидкость, а его в миску. Даже если и попадет капелька, не страшно. Солю по вкусу. Немножко белого молотого перца. Любим мы это дело. Угу. Берем большую ложку и все это перемешиваем. Какой салатик получился, а? Скажи, какой красивый. Вообще красота. Яркий, ароматный. Просто класс. Сдабриваю салат оливковым маслом. 1-2 столовые ложки будет достаточно. Ну что, сразу пробовать? И соли на глаз. Никите. Нет, Сережка. Мы ему дадим немножко настояться, хотя бы 20-30 минут. А сейчас, друзья, мы поставим сковородку на огонь и приготовим самые любимые отбивные нашего сына. Никита по новому рецепту Я делает. чувствую именно по своему личному опыту и то, что повар надо немножко присолить. А вот там отличный магазин. И вот так вот вы видите. Никита! Там потрошили. Мать борща наварила тебе с домашнего петуха. Вкусный, такой ароматный получился. Сейчас будешь борщ есть. Борщ пусть греется, а мы сковородку на огонь. Оп. Я буду жарить на смальце. Можно, конечно же, использовать и растительное, топленое масло, какое любите. Не принципиально. Пусть хорошо нагреется. А я оп. Отбивнушечки настоялись ночь. Где тут? Открываем. Немножко перемешаю. Ой, здесь все прямо круто у меня получилось. Аромат стоит потрясающий.
И когда сковорода нагрелась, выкладываю отбивнушечки. Если попадаются кусочки чесночка, друзья, я их убираю, чтобы они не горели. Оп. Все, обжариваем с двух сторон до румяной красивой корочки на максимальном нагреве, чтобы мясо осталось сочным. Борщик перемешаем. Ух, какой у меня. Ой, посмотрите, какой он у меня. Вот это домашний петух, как холодец. Видишь? Да, есть такое. Пусть тает. Красотенька А какая. как вкусно пахнет. Еще буквально 2-3 минуточки готово. Мясо должно остаться сочным и нежным. Мама хозяйничает. Ага, Ох, у меня сколько помощников сейчас будет, друзья. ага. Достаем. И продолжаем дальше, друзья. Все, жарим. Ой, ну, а борщ кто будет есть? В смысле, бабушка? Бабушка, вы борщ будете? Обязательно. Все, не может дождаться, сказал, будет снимать пробу сынишка. Ой, посмотрите, какая сочная отбивная. М? Класс. А вкусная? Сейчас мать снимет первую пробу. Подую. Класс. Ну давай сыну. Не, не надо сыну. В смысле На. не надо? Я тут сейчас все. Вкусно. Вкусно, вкусно. Пробовал снимать их в очереди. И бабушка, и Сережа. Это действительно самые лучшие отбивные. Вы такие отбивные только видели у своей матери, либо у тещи. Вкусно. Ставьте маме лайк. Вы видите, как сынишка соскучился за родителями? Балованный. Все, Сереж, убираем. Очень. Балуется. Он на эмоциях, он рад нас видеть. Ну, серьезно. Ну что, ма? Як отбивные? Зубивно надо в руки тогда. О, самое главное. Ну что, готовы покушать уже? Да, готовы, ждем. Кушать, кушать, борща, борща. Все, раз борща, тогда наливаем. Петуха. Борщец у нас на домашнем петушке. О, Смакота какая. угу. О, Ура! красота, тра-та-та. Наконец-то дождались. Да. Всем приятного аппетита. Благодарим Боженьку за его дары, за вкусняшку. Благодарю, что вся семья вместе. Не вся, конечно, но и все же все вместе. Быть добру. Быть добру.